Сегодня мы с вами поедем в город Бонн по знаменитому автобану в Германии. А кто на самом деле придумал эти автобаны? Почему немецкие дороги считаются самыми надежными и лучшими? Какие тайны скрывают эти бетонные полосы? Если я вас заинтересовал и вам стало интересно узнать об этом, то отправляемся в путь вместе. Поехали! Мы увидим с вами своими глазами знаменитый автобан в Германии номер 3, окружающую природу Германии, которая сопровождает нас по всему пути следования. Мы узнаем историю автобана и какие скоростные режимы на этом автобане. Так что вперед! Здравствуйте, мои дорогие, уважаемые зрители и мои подписчики. Сегодня я еду в город Бонн. Машина по дорогам Германии едет ровно, как по маслу. И вот я подумал рассказать вам историю про немецкий автобан. Знаете ли вы, что находится прямо сейчас под моими колесами? Многие скажут: это асфальтированная дорога. Это не просто асфальт. Это многослойный пирог истории, амбиций и невероятного труда. Двигайтесь по дороге 11 километров. Позвольте задать вам вопрос сразу же, который заставит вас удивиться. А может, кто знает? Если кто знает, напишите в комментариях сразу. Знаете ли вы, что общего между римскими легионерами, первым итальянским автопромом и скоростью, которая не имеет границ? Сегодня я раскрою вам тайну, которую многие десятилетия замалчивали. Мы узнаем, почему эти дороги не рассыпаются через год, и кто был настоящим автором немецкого автобана. А в начале нашего путешествия я прошу вас поставить лайк, чтобы не позабыть, просмотрев это видео. И вот мы с вами входим на дорогу автобана номер 3. Дороги 61 километр. Да елки-палки ты, зараза такой! Не пускал, гад! Идиот. Видел, что кончается уже дорога. Пустил. Едь 100 километров спокойно, и все. Здесь 130, я еду 110. Вот и едь. Чтобы было спокойно. Пускай обгоняют. Да?
настоящий автобан, ныне А-555, соединил Кёльн и Бонн в 1932 году. Его открыл мэр Кёльна Конрад Аденауэр. Нацисты тогда были против, они называли это роскошью для богачей. Но когда власть сменилась в январе 1933 года, когда руководству Германии пришла национал-социалистическая немецкая рабочая партия во главе с Адольфом Гитлером, получилось переобувание в полете. До 1933 года нацисты яростно выступали против строительства скоростных дорог. Они называли их дорогами для аристократов и считали, что деньги налогоплательщиков нужны тратить на помощь крестьянам, а не на бетонные полосы, по которым будут ездить редкие богачи на лимузинах. И вот великая ложь пропаганды. Как только Гитлер стал канцлером, он мгновенно изменил риторику. Буквально через несколько месяцев, в июне 1933 года, был принят закон о создании сети имперских автобанов. Зачем это было нужно? Нацистам требовался грандиозный проект, чтобы показать всему миру: смотрите, мы победили безработицу и строим великую империю. Каждое открытие нового километра превращалось в грандиозное шоу с флагами и оркестрами. Гитлер, придя к власти в 1933 году, объявил их своей главной гордостью. Он просто присвоил себе чужую идею. Инженеры и планировщики уже давно все начертили в 20-х годах. Но нацистская пропаганда сделала так, чтобы весь мир поверил: автобаны – это детище фюрера. На самом деле это была лишь красивая обертка для подготовки страны к большой войне и способ занять работой миллионы людей, которые после кризиса были готовы на любой труд. Многие считают, что автобаны придумал Гитлер, но это величайшее заблуждение. Идея родилась еще в 20-е годы прошлого столетия, во времена Веймарской республики. Машин становилось все больше и больше, а ездить по пыльным проселочным дорогам было уже невозможно. Проект имперских автобанов стал инструментом пропаганды. Официально, чтобы дать работу миллионам безработных. На деле это чтобы связать страну в единый кулак и подготовиться к быстрой переброске техники. Вы когда-нибудь задумывались, почему в Германии дороги не тают весной вместе со снегом? Это секрет технологий. Они создавали надежность. Фундамент автобана уходит вглубь на метр и даже более. Сначала песчаная подушка, затем щебень и только потом мощные бетонные плиты. В те времена их укладывали вручную или с помощью огромных рельсовых бетонноукладчиков. В то время использовались паровые экскаваторы и первые дизельные катки фирмы Оренштайн и Коппель и Цеттельмайер. Это были настоящие стальные монстры. Кто строил эти великие автобаны? На стройку сгоняли тысячи людей. Это был каторжный труд. Люди жили в лагерях, работали киркою и лопатой,
в любую погоду, и в ненастье, и в жару. К 1936 году на стройках работало 120 тысяч человек. А вот вам интересная история. Знаете ли вы, почему на старых участках автобанов почти нет прямых линий? Инженеры специально делали дорогу слегка извилистой. Нет, не из-за рельефа. Они верили, что идеальная прямая дорога усыпляет водителя, вводит его в транс. Изгибы заставляли концентрировать свое внимание на искусственно созданных зигзагах. А прямой автобан – это же готовый аэродром. В конце войны многие прямые участки автобанов использовались как взлетно-посадочные полосы для реактивных истребителей Ме-262. Самолеты прятали в лесу рядом и взлетали прямо с трассы. А как немцы маскировали автобаны во время Второй мировой войны от союзной авиации? Когда союзная авиация начала массированные бомбардировки Германии, бетонные нити автобанов стали для пилотов идеальными ориентирами. Их было прекрасно видно с высоты даже в лунную ночь. И чтобы скрыть эти бетонные указатели, немецкие инженеры проявляли поразительную изобретательность. Вот несколько фактов. Первое. Это краска и грязевые ванны. Светлый бетон буквально светился в темноте. Чтобы это исправить, огромные участки дорог начали перекрашивать в темные цвета. Использовали специальные темные составы и даже обычный битум или дёготь. Иногда на бетоне рисовали контуры домов, деревьев или крестьянских полей, чтобы сверху дорога выглядела как обычная сельская местность, а не стратегическая магистраль. Второе. Создавали искусственные леса и сетки. Над стратегическими важными участками, особенно вблизи мостов или развязок, натягивали огромные маскировочные сети. В эти сети вплетали ветки деревьев или искусственную зелень. Водители ехали словно через тоннель зеленый. Для самолета сверху такой участок дороги просто растворялся в лесном массиве. Автобаны, ставшие городами даже. Это звучит как фантастика, но на некоторых участках строили декоративные деревни. Прямо на полотне дороги возводили легкие макеты домов, сараев и заборов. Когда нужно было перебросить колонну техники, эти декорации быстро отодвигались в сторону, а затем возвращались на место. Также автобаны под землей? Да. Ближе к концу войны, когда Германия начала переносить оборонные заводы под землю, участки автобанов в туннелях или под эстакадами использовались как цеха. Там собирали те самые реактивные истребители Мессершмитт Ме-262. Сразу после сборки самолет выкатывался из цеха и прямо на автобан, который служил взлетной полосой, и он улетал на задание. Также соблюдали маскировку, светомаскировку. Фары машин в то время были закрыты специальными насадками с узкой щелью. Свет падал только узкой полосой прямо под колеса, чтобы свет фар не был заметен с неба. Ехать в таких условиях, конечно, со скоростью свыше 30-40 км в час было настоящим испытанием для нервов водителей.
Друзья, вот и прилетели километры за нашим разговором. Автобан сегодня – это символ свободы. Это место, где можно почувствовать мощь прогресса, скорость. Но за каждым километром стоят судьбы людей, которые их проектировали и строили. И вопреки мифам, не везде в Германии можно лететь по автобану на заоблачных скоростях. Примерно 30% всех автобанов имеют постоянное ограничение скорости, обычно 100 или 120 км в час. Еще около 10-15% имеют переменные ограничения. Электронное табло, которые меняются в зависимости от погоды, пробок, ремонта или времени суток. Там на табло указывается, с какой скоростью данный промежуток нужно ехать. И только на оставшейся части около 55-60% действует та самая знаменитая свобода, педаль в пол. Но на таких участках автобана, где нет ограничительных знаков, действует так называемая Richtgeschwindigkeit, рекомендуемая скорость 130 км в час. Даже где знаки стоят, конец всем ограничениям. Это не запрет ехать быстрее или тише, но это дружеский совет от государства. Например, если водитель едет со скоростью 200 км в час на участке без ограничений и попадает в ДТП, суд может признать его частично виновным только из-за превышения этой рекомендуемой планки скорости, даже если он ничего не нарушал. Я постарался вам рассказать именно о знаменитых автобанах Германии, мои друзья и зрители канала. Надеюсь, вам было интересно совершить это маленькое путешествие в историю вместе со мной. Если этот рассказ согрел вашу душу или вы узнали что-то новое, поставьте, пожалуйста, лайк. Это лучшая награда для меня за старание. И ваши комментарии пишите. Да, я чуть не забыл. В самом начале видео я задал вам вопрос. Знаете ли вы, что общего между римскими легионерами, первым итальянским автопромом и скоростью, которая не имеет границ? Помните? Так вот, если кто-то знает, напишите. Я вам отвечу сейчас. Вот что их объединяет. Идея кратчайшего и самого прочного пути. Все современные автобаны – это, по сути, правнуки римских дорог. Прямые линии автобана римляне первыми поняли, чтобы быстро перебросить войска, дорога должна быть максимально прямой. Многослойность дорог. Если вы посмотрите на разрез римской дороги и современного автобана, они почти идентичны. Сначала песок, потом камни, потом мелкий щебень и сверху плиты. Друзья, я еду по современному бетону, но технологии эти придумали еще легионеры 2000 лет назад. Немцы просто довели их до совершенства. Первый итальянский автопром
рождения автострады. Многие думают, что идеи автобанов чисто немецкие. Но учителями были итальянцы. Пьеро Пурицелли. Именно итальянский инженер Пьеро Пурицелли в 1924 году построил первую в мире дорогу только для автомобилей. Автострада Бае Лаги. Немецкие инженеры ездили в Италию на стажировку, чтобы посмотреть, как это работает. Итальянцы первыми решили, что на такой дороге не должно быть перекрестков и светофоров. Скорость, которая не имела границ, дух свободы. И вот здесь все сходится в одной точке. Римлянам нужна была скорость для легионов, итальянцам скорость для их первых спортивных машин. А Германия стала единственным местом в мире, где эту скорость возвели в культ и оставили законной на тех самых участках без ограничений. Вот вам и ответ. Друзья мои, зрители моего канала, подписывайтесь на канал Владимир из Бодемса, чтобы мы и дальше могли путешествовать по Германии вместе. Поделитесь этим видео со своими близкими. Отправьте ссылку соседям или друзьям в соцсетях. Пусть нас станет больше. Доброй и зеленой дороги всем, кто в пути. Берегите себя и до новых встреч. Здоровья вам, счастья и удачи. Ваш Владимир из Бодемса. Пока-пока, до новых встреч.